Привет-привет! Сегодняшняя зарядка будет чуть активнее, чем обычно. Возможно, кому-то она покажется сложнее, но я думаю, что те, кто со мной занимается уже давно, готовы к таким упражнениям. Итак, мы с вами сначала начнем с того, что разогреем наши запястья. Смотрите, мы их соединяем вот таким образом. Представьте, что они намагничены, и мы начинаем прокручивать их вот таким образом. Они у вас не расцепляются, да, потому что находятся на таком магните друг к другу. И мы стараемся сейчас вот таким образом разогреть наши запястья, проработать их хорошо. Крутим в одну сторону, стараемся следить за тем, чтобы они не расцеплялись. Хорошо, давайте еще раз в эту сторону, и мы поменяем направление. Хорошо, следим, прокручиваем. Представляем, да, как они не могут друг от друга отлепиться, наши запястья. Прокручиваем, буквально давайте еще 2. И еще 1. Хорошо, достаточно. Теперь сделаем такие приятные повороты нашей головой, шеей. Но, пожалуйста, голову сильно назад не запрокидывайте, да, мы очень бережно относимся к нашим шейным позвонкам в одну сторону, и давайте в другую сторону сейчас сделаем такие же приятные провороты. Хорошо, еще буквально 2 и еще 1. Отлично. И сделаем круговые вращения нашими плечевыми суставами. Постарайтесь увести плечи вперед, вверх, назад и вниз, вперед, вверх, назад и вниз, чтобы получилось такое ощутимое движение. Снова плечи вперед, вверх, назад и вниз, вперед, вверх, назад и вниз. Отлично, хорошо. Сейчас мы с вами выходим в опору на ладони и колени. Пожалуйста, на ваших ладонях пальцы раскройте широко. Стопы у нас уже на полупальцах, и мы с вами здесь готовы на выдохе выйти в собаку мордой вниз. Отлично. Снова возвращаемся в опору. И снова на выдохе мы выталкиваем таз наверх. Пятки у нас тянутся вниз, но колени могут быть подсогнуты. И возвращаемся в опору. И сейчас на выдохе снова вышли вверх. И те, кто готов, может коленки уже не укладывать в пол, а оставлять их в воздухе. Вдох вниз, на выдохе таз выталкиваем наверх. Вдох, выдох, отлично. Вдох, выдох, продолжаем. Еще 4, хорошо. 3, есть. 2, 1. Оставляем таз наверху. И внимание, мы сейчас с вами закручиваем корпус так, что хотим таз уложить в одну сторону, да, допустим, вправо, а теперь наоборот влево. Хорошо. Еще в одну. Выходим в собаку мордой вниз, в другую сторону. Таз может касаться пола, да. Можете его не дотягивать до пола, хорошо. Но главное, почувствуйте, как у вас здесь происходит такая приятная скрутка в центре вашего тела. Есть, коснулись или не коснулись. Смотрите по вашей форме. Хорошо, еще тянем таз вниз, вернулись. Вниз, не забываем, конечно, дышать, да. Не задерживаем дыхание. Есть, на выдохе мы с вами таз выталкиваем наверх. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Ну что, как ваши руки, как ваша спина, как ваши ноги здесь? Отлично, буквально еще по одному разу на каждую сторону. И мы с вами заканчиваем. Хорошо, теперь мы с вами, если вдруг хочется, можете, да, стряхнуть немножко ваши запястья, как-то их скомпенсировать. Мы с вами сейчас готовимся к другому упражнению. Садимся вот в такое положение, ноги у нас согнуты, ладонь в опоре. И, внимание, на выдохе мы сейчас начинаем выталкивать таз наверх, ногой я тянусь, и рука меня накрывает, рукой я тоже тянусь, чтобы я почувствовала очень приятное боковое вытяжение. И на вдохе я возвращаюсь. Снова выдох, ногой потянулась, рукой себя накрыла и потянулась как можно дальше. Вернулась. И те, кто готов сейчас, может уже не укладывать таз в пол, а оставлять его на весу. Не касаемся тазом пола, оставляем на весу. Отлично. Хорошо. Еще. Выдох, вытянулись. Хорошо. Вытянулись рукой как можно дальше. И вернулись. Хорошо, ладонь у нас
На ладони пальцы широко раскрыты. Мы опираемся не только на запястье, но на всю ладонь. Буквально еще 2 раза. Очень приятно на самом деле упражнение. И еще один. Есть, вытянулись. Хорошо, давайте на другую сторону все то же самое повторим. Сначала мы с вами делаем более легкий вариант, когда у нас таз уходит полностью, укладывается на пол. И когда будете готовы, можно уже тазом не касаться коврика. Хорошо, поехали, тянемся, таз укладываем. Потянулись, отлично. И таз уже остается на весу, хорошо. Есть, потянулись, ладонью от пола отталкиваемся. Опора на пальцы вашей ладони в том числе идет, чтобы у вас не было перегруза на ваше запястье. Хорошо. Вдох, прям рукой тянемся, тянемся. Вы прекрасно почувствуете это ощущение, как будто бы ваша рука растет из самого таза. Еще потянулись, вернулись. Хорошо. Еще потянулись. Есть. И последний раз. Хорошо, отлично, супер. Теперь мы с вами выходим в опору снова на ладони и колени. И обратите внимание, что сейчас одна голень будет развернута в сторону. То есть она не назад смотрит, а развернулась в сторону. Отсюда я начинаю поднимать колено и увожу таз вниз. Возвращаюсь в исходное положение, но голень у меня остается смотреть в сторону. И поехали. Поднимаем колено. Возвращаем обратно. Поднимаем колено. Таз уводим на пятку, да, назад уводим. Хорошо. Снова назад. Вернулись. Назад. Вернулись. Что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит вращение в наших тазобедренных суставах. Да. Угу. Назад. Вернулись. Спина в нейтрале. Голова не проваливается, да. Голова у нас не падает. Голова у нас на линии с позвоночником. Мы не забываем дышать, мы не задерживаем дыхание. И продолжаем работать над мобильностью нашего тазобедренного сустава. Хорошо, еще назад. Вернулись. И буквально еще один. Назад. И вернулись. То же самое мы делаем для другой стороны. Поехали. Развернули голень в сторону. И поехали. Таз укладываем назад. Возвращаемся. Таз назад. Возвращаемся. Хорошо. Голень все время развернута в сторону. Угу. И мы поднимаем колено наверх. Таз уводим назад. И опускаем колено обратно. Угу. Возвращаем корпус вперед. Хорошо. Также, да, ладони у нас здесь отталкиваются от пола, то подтягивают наоборот к себе пол. Угу. Голова, шея на одной линии со спиной, с позвоночником. Продолжаем еще назад. Вернулись. Назад. Вернулись. Буквально еще 2. Есть. 1. Хорошо, супер. И теперь мы с вами садимся так, чтобы у нас ноги оказались впереди, вытянутые. Если вам вдруг в этом положении не совсем комфортно, вы можете слегка подсогнуть ваши ноги в коленях. И сейчас мы с вами левой рукой тянемся к правой ноге. Вторая рука уходит назад, и мы с вами, отталкиваясь ладони от пола, как бы закручиваемся на выдохе. На вдохе вернулись, и выдох в другую сторону тоже самое. Угу. Выдох, есть. Выдох, закрутились, есть. Спина ровная, не округляемся, есть. Делаем это очень подконтрольно. Движение на выдохе помогает нам застабилизировать, контролировать нашу поясницу, да, чтобы не было излишней скрутки. Угу. Выдох, есть. Нам здесь больше нужно закрутить нашу грудную клетку, нежели поясницу. Выдох, хорошо. Выдох, потянулись. Руки сильные, они тоже работают, они не просто висят, да, мы тянемся рукой. Есть, еще. Назад, закрутились, назад. Закрутились еще по одному разу на каждую сторону. И хорошо, достаточно. Теперь мы с вами сгибаем ноги. Стопы оказываются на полу, а ладони мы установим позади. Отсюда мы с вами сейчас сделаем круговые вращения нашими плечами так, что вы здесь почувствуете, как будто ваши лопатки, они прям вот гуляют по вашей спине. То есть должно очень хорошо это ощущаться.
Делаем круговое вращение. Есть. Еще давайте 4, 3, 2, 1. Теперь внимание, я начинаю одним, то другим локтем тянуться назад к коврику. И это движение уведет одно мое плечо назад еще дальше. То есть у меня плечо здесь будет прям раскрываться. Это очень хорошо и полезно для тех, у кого есть так называемая плечевая сутулость, когда плечи как бы закручиваются вперед. Вы здесь очень хорошо почувствуете, как у вас растягиваются грудные мышцы, да, мышцы, которые у нас вот здесь расположены, которые как раз сокращение этих мышц приводит к плечевой сутулости. Ага, и одним локтем тянусь назад, за счет этого у меня как бы плечо прям хорошо раскрывается. Тоже почувствуйте это здесь. Есть буквально, давайте еще 4, 3, 2, 1. Внимание, мы остаемся на таком же позиции. И теперь на выдохе мы выталкиваем таз вверх и оказываемся в таком положении столика. Почувствуйте, как у вас здесь плечи тоже раскрылись. Буквально несколько раз выходим в исходное положение. Опять на выдохе вытолкнули таз наверх, плечи раскрыли. Выдох, выдох, выдох. И вернулись обратно. Давайте еще только 2 раза. Выдох. Есть. Не торопимся. И еще 1 раз. Выдох. Хорошо, отлично. Теперь мы с вами садимся таким образом, чтобы у нас... давайте вот, наверное, вот так. Садимся таким образом, чтобы сейчас мы могли легко перекрутить ноги в другую сторону и подтянуться рукой назад. То есть у меня происходит такая закрутка, да, я прям всем телом. И ноги у меня прокрутились, и корпусом я рукой прям тянусь как можно дальше назад. Вы здесь почувствуете, как у вас прям все тянется. Угу. Прокрутили ноги, и рукой мы тянемся назад. Вторая ладонь у нас на полу, она помогает нам отталкиваться. Да, у нас здесь спина не округляется. Хорошо, рукой, ладонью от пола отталкиваемся. Угу. Также, да, что у нас здесь происходит? Здесь у нас работают тазобедренные суставы. Здесь у нас работает позвоночник, руки, ноги. Все тело у нас здесь включено. Хорошо, еще поехали рукой, прям тянемся, тянемся. Угу. Почувствуйте это приятное вытяжение, да, по спине, по вашей. Есть еще, давайте, 4. Есть. 3, тянемся рукой. 2. Угу. И 1. Хорошо, молодцы. Ну и напоследок мы с вами сейчас сделаем мою любимую волну. Мы с вами выходим сейчас в собаку, мордой вниз, стопы уже на полупальцах. Поехали, на выдохе вышли в собаку. И вот здесь нам нужно будет начать подкручивать таз на себя, создавая округление спины. Колени сгибаем и с легким прогибом возвращаемся в исходное положение. Выдох с круглой спиной. Выдох. Хорошо, еще. Подкручиваем таз на себя, сгибаем колени, возвращаемся в исходное положение. Выдох. Есть. Выдох. Есть. Каждый делает так, как он может. Хорошо. Каждый хвалит себя за это движение. Насколько у него это получается. Выдох. Снова выдох. Хорошо. Еще давайте буквально 3. Выдох. 2. И последний раз. Выдох. Хорошо. Колени вниз на коврик. Вот такой у нас получился комплекс сегодня. Достаточно активный. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Напишите, что вы почувствовали. И до встречи в следующих зарядках. Пока-пока.